Добро пожаловать на канал Good DIY. В сегодняшнем видео хочу показать вам, как сделать вот такого забавного осеннего гномика в технике грунтованный текстиль. Также хочу сказать, что это последнее видео в этом сезоне с осенней тематикой. Со следующего раза мы уже начнем готовиться к Новому году. Для основы, конечно же, можно взять готовую заготовку в форме тыквы, пластиковую или пенопластовую, в общем, какую найдете. Но в наших магазинах для творчества ничего подобного не нашла, а так как тыковка мне нужна большая, поэтому я сделаю ее сама. Подойдет любая эластичная ткань, но удобнее всего будет взять капроновые колготки. Не туго наполняю синтепоном и завязываю верхний край. Я специально сделала такую длинненькую заготовку, потому что когда я буду формировать дольки, она немного приплюснется. Вокруг этого узла очень удобно фиксировать нитку. В общем, тут такой же принцип создания, как и у бетонных тыкв. Я думаю, все вы видели, как колготки наполняют бетоном и точно так же продавливают дольки. Я оборачиваю еще одним слоем колгот, потому что мне не нравится, что проявляется фактура наполнителя. Хочется, чтобы поверхность была более ровной. У меня остался лишний капрон, и из него сформирую голову. Конечно же, ее можно сформировать отдельно или заменить на пенопластовую круглую заготовку. Из того же капрона вырезала небольшой кружок и присобираю его на нитку. Таким образом получается нос. Я его именно пришиваю, а не приклеиваю, чтобы он более плотно прилегал к лицу. Теперь полученную заготовку нужно хорошенько пропитать клеем ПВА и высушить. У меня на это ушло почти 3 дня, потому что у нас еще не дали отопление и дома довольно прохладно. Самое трудное было дождаться полного высыхания, чтобы продолжить работу. Для бороды беру свой любимый материал – воздушный пластилин. Вообще он предназначен для детского творчества, и если покупать его наборами, то в нем просто нереально яркие цвета. Но чтобы придать более натуральный оттенок, их можно перемешать между собой. А чтобы сделать его консистенцию неоднородной, добавляю пластилин с шариками. Область, на которую буду приклеивать пластилин, обильно промазываю клеем ПВА. Он растворит его нижний слой и будет все держаться очень хорошо и нигде не будет отслаиваться. Если покупать пластилин набором, то там всегда идут несколько вот таких пластиковых стеков. Ими как раз очень удобно формировать текстуру бороды и волос. Лучше дать бороде немного подсохнуть и уже потом приклеивать усы, чтобы не повредить случайно стеком нанесенную текстуру.
Я решила попробовать сделать румянец до окрашивания лица. Специально делаю его поярче, потому что он будет потом перекрыт более светлой краской. Всю краску я немного развожу водой и клеем ПВА. Более жидкая краска наносится более равномерным слоем, и ее легче распределить по всей поверхности. Саму тыкву я крашу в ярко-оранжевый цвет. А для нижней части к этой же краске добавила немного желтого цвета. И вот так после высыхания выглядит растушеванная граница между цветами. Теперь уже по высохшей краске наношу тонировку. Более светлый оранжевый оттенок и немного зеленого. Бороду тоже тонирую оливковой и желтой краской, но полностью не перекрываю цвет основы. Мне очень нравится такой способ окрашивания, я очень часто использую его в своих работах. Такая неравномерность цвета очень хорошо подчеркивает объем. И пока краска будет сохнуть, сделаю колпак. У меня был небольшой отрез трикотажа подходящего цвета. Просто складываю его вдвое и вырезаю в форме треугольника. Я прошила шов на машинке. Конечно же, можно прошить его вручную или склеить термоклеем. Так как ткань мягкая и сама по себе не будет хорошо держать форму, нужно сделать каркас из проволоки. В самой верхушке колпака пришлось прорезать небольшую дырочку, чтобы вывести проволоку наружу. Теперь колпак нужно точно так же пропитать клеем ПВА, как и саму основу. Также акриловой краской рисую рот и глаза и отставляю гнома сохнуть. Из иранского фоамирана вырезаю резные листики. Шаблоны можно поискать в интернете, ну или взять натуральные листья, или, как я, от искусственных цветов. У меня нет специального молда для фоамирана, поэтому прожилки я просто продавливаю непишущей ручкой. И получившийся рельеф подчеркиваю масляной пастелью. Мне нравится красить непосредственно сам фоамиран, а не растушевывать пастель губкой, чтобы получился более ярко выраженный эффект. Когда все листья покрашены, осталось придать им более натуральный вид. Нагреваю по очереди с обеих сторон. Так фоамиран не скукоживается в какую-то одну сторону, а просто немного уменьшается в размере и его края становятся волнистыми. Листья и самого гнома покрываю лаком, потому что это все-таки ткань, а глянцевый лак хорошо защитит ее от загрязнений. К фоамирановым листьям добавляю еще пластиковой зелени и разных ягодок. Мне захотелось использовать только зеленые оттенки, гармонирующие с цветом колпака. Кстати, именно этот цвет ткани натолкнул меня на идею сделать именно такую зеленую бороду.
Мне захотелось сделать акцент именно на самой оранжевой тыкве, чтобы борода практически сливалась с колпаком. Так, мне кажется, гном похож прям на настоящую тыковку. По этой же причине я не захотела делать ему руки и ноги, для того, чтобы они не перекрывали саму округлую форму тыквы. Или считаете, все-таки стоило сделать ему руки и ноги? Как я уже говорила, это последнее в этом сезоне видео осенней тематики. В следующий раз уже начнем готовиться к Новому году, потому что в этом году я подготовила настолько много разных идей и хочу вот так заранее начать с вами ими делиться, чтобы вы тоже успели подготовиться. Желаю всем творческих успехов и до скорой встречи!